Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня вяжем вот такую красоту. Посмотрите, какие изумительные косы, какой нежный узор. Изнанка даже как-то интересно смотрится. Узор нежный, косы не смотрятся тяжелыми. Такой узор будет прекрасно смотреться как повторяющийся, так и в качестве соло где-нибудь на полочке кардигана, асимметричная полоса в пуловере, джемпере, на шапочке вот такая вот полоса из косичек. В общем, ну, очень красивый узор. И это узор из книги всемирно известного дизайнера Норы Гоан. Вот обложка этой книги, энциклопедия узоров. И давайте, долго я не буду разговаривать, а мы посмотрим на схему. У Норы Гоан довольно своеобразные схемы. И хотя книга давно переведена на русский язык, описание условных обозначений написаны по-русски, но часто приходят просьбы разобрать тот или иной узор из этой книги, потому что для нас это вот непривычно. И схемы такие, и сами обозначения. В общем, для начинающих как бы это проблема. Давайте посмотрим на схему. Что не очень удобно в схемах этой книги, то, что нечетные ряды изнаночные, а четные лицевые. Ну и сами обозначения я пометила себе цветом одинаковые перекрещивания, чтобы не запутаться. Если в книге схемы еще как-то цветом выделяются, то вот ксерокопия серая и легко запутаться просто в этих перекрещиваниях, какое куда. Ну, посмотрите, я не могу налюбоваться, когда правильно все перекрещено, ну, просто изумительно смотрится. Ну, и что еще хочу сказать. Схема удобна для кругового вязания. Мы вяжем все ряды как лицевые и вяжем их по схеме, читая все ряды на схеме справа налево. Ну, а при поворотном вязании мы будем вязать, я уже сказала, нечетные ряды изнаночными рядами. Вот у нее написано пустая клеточка, это лицевая петля на лицевой стороне и изнаночная петля на изнаночной стороне. То есть мы сейчас начнем вязать первый ряд как изнаночный и будем вязать пустую клеточку изнаночной петлей, закрашенную клеточку будем вязать лицевой петлей. А уже в лицевых рядах закрашенная клеточка это будет изнаночная петля на лицевой стороне. В общем, можно начинать. Схема будет перед вами. Схема в нормальном состоянии. Скрин из книги и условное обозначение будет в конце видео. Раппорт узора составляет 42 петли, в ширину довольно большой раппорт, и 12 рядов в высоту. Высоту маленький. Мы набираем на спицы 44 петли вместе с кромочными. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. И начинаем вязать первый изнаночный ряд. Сразу после кромочной. Не забыли, что читаем наоборот? В изнаночном ряду условные обозначения. Провязываем одну лицевую, хотя на схеме нарисована изнаночная петля. 2 изнаночных, 6 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 6 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая, 1
изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 4 лицевых, 2 изнаночных, лицевая, изнаночная, лицевая. Вот такой у нас первый изнаночный ряд. Второй лицевой ряд. Изнаночная, лицевая. Далее берем дополнительную спицу и 4 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем 1 лицевую, вяжите не туго, 1 изнаночную. И петли с дополнительной спицы провязываем так, как они перед нами лежат. 1 изнаночная, 2 лицевых и 1 изнаночная. Вначале тяжеловато перекрещивать петли. Далее 1 изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая. И снова точно так же перекрещиваем петли в левую сторону. 4 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем 1 лицевую, 1 изнаночную. И петли с дополнительной спицы провязываем так, как они перед нами лежат. Изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная. Далее до конца ряда петли провязываем по рисунку, там нет перекрещиваний. 1 лицевая, 6 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 6 изнаночных, 2 лицевых и 1 изнаночная. Если мы первый изнаночный ряд провязали по схеме, то все остальные изнаночные ряды в этом узоре, в них петли вяжутся по рисунку. По рисунку это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. И такие ряды я в видео пропускаю всегда, вы вяжете их самостоятельно. Давайте самостоятельно будем вязать изнаночные ряды. Я буду только лицевые показывать. Вяжем 4-й лицевой ряд. Изнаночная, 2 лицевых, изнаночная. Теперь перекрещиваем 6 петель в левую сторону. Вот таким образом. 4 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем 2 изнаночных. И петли, оставленные перед работой, мы вяжем так, как они перед нами лежат. Изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная. Далее будет лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевых, 1 изнаночная. И снова точно так же перекрещиваем петли влево. 4 оставляем перед работой на дополнительной спице. Провязываем 2 изнаночных и петли с дополнительной спицы провязываем 1 изнаночная, 2 лицевых и 1 изнаночная. Далее до конца ряда провязываем петли по рисунку.
Изнаночные вяжем изнаночными, лицевые лицевыми. Я вот уже их не считаю, просто вяжем по рисунку. И в пятом изнаночном ряду все петли провязываем по рисунку. Шестой лицевой ряд. 1 изнаночная, 2 лицевых, 3 изнаночных. Перекрещиваем петли в левую сторону, оставляем 4 петли на дополнительной спице перед работой, провязываем 2 изнаночных, петли с дополнительной спицы провязываем так, как они перед нами лежат. Изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная. Далее у нас будет изнаночная, 2 лицевых, 3 изнаночных. И снова точно так же перекрещиваем петли в левую сторону. 4 петли оставляем перед работой, вяжем 2 изнаночных, петли перед работой провязываем лицевая, изнаночная, 2 лицевых и 1 изнаночная. Теперь навстречу им перекрещиваем петли вправо. 2 петли оставляем за работой на дополнительной спице. Провязываем изнаночную, 2 лицевых, изнаночную петлю и петли с дополнительной спицы провязываем 1 лицевая, 1 изнаночная. Далее у нас будет изнаночная, 2 лицевые, 3 изнаночных. И снова перекрещиваем 6 петель вправо. 2 петельки оставляем за работой. Провязываем изнаночная, 2 лицевых, изнаночная. И петли, оставленные за работой, вяжем 1 лицевую и 1 изнаночную. В 7 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 8 лицевой ряд. В первой половине мы провязываем петли по рисунку. 1 изнаночная, 2 лицевых, 6 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 6 изнаночных. Одна лицевая. Далее берем дополнительную спицу, оставляем 2 петельки за работой, провязываем изнаночную, 2 лицевых, изнаночную петлю. И петли, оставленные за работой, мы провязываем 1 изнаночную, 1 лицевую. Далее у нас будет лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевых, 1 изнаночная. И точно так же мы перекрещиваем следующие 6 петель. 2 оставляем за работой, провязываем изнаночную, 2 лицевых, изнаночную петлю. Петли с дополнительной спицы провязываем 1 изнаночную,
одну лицевую. И у нас в конце ряда будет одна лицевая и одна изнаночная. В 9 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 10 лицевой ряд, изнаночная, 2 лицевых, 6 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 5 изнаночных. Провязали здесь петли по рисунку. И далее перекрещиваем вправо 6 петель, 2 оставляем на дополнительные спицы за работой, провязываем изнаночную, 2 лицевых, изнаночную петлю. Петли с дополнительной спицы провязываем изнаночными, 2 изнаночных. Далее будет изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая. И снова точно так же перекрещиваем петли вправо, 2 оставляем на дополнительные спицы за работой, провязываем изнаночную, 2 лицевых, изнаночную и провязываем 2 изнаночных с дополнительной спицы. Далее у нас будет изнаночная, 2 лицевых и изнаночная. В 11 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 12 лицевой ряд, последний ряд раппорта. Сразу после кромочной мы перекрещиваем петли в левую сторону. 4 оставляем перед работой. Провязываем 1 изнаночную, 1 лицевую. И петли, оставленные перед работой, мы, как обычно, провязываем в этом узоре 1 изнаночная, 2 лицевых и 1 изнаночная. Далее у нас будет 3 изнаночных, 2 лицевых, 1 изнаночная. И снова точно так же 4 петли оставляем перед работой, провязываем 1 изнаночную, 1 лицевую. Петли, оставленные перед работой, провязываем по рисунку. Изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная. Теперь сразу же навстречу перекрещиваем петли в правую сторону. 2 петли оставляем на дополнительные спицы за работой, провязываем изнаночную, 2 лицевых, изнаночную петлю. И петли, оставленные за работой, провязываем изнаночными. 2 изнаночных. Далее у нас будет 3 изнаночных, 2 лицевых, 1 изнаночная. И снова перекрещиваем 6 петель вправо, 2 оставляем за работой, провязываем изнаночную, 2 лицевых, изнаночную петлю. Петли, оставленные за работой, мы провязываем изнаночными. Далее у нас будет 3 изнаночных, 2 лицевых, 1 изнаночная. Вот посмотрите, мы провязали 1 раппорт в ширину, 1 раппорт в высоту. Из-за того, что раппорт короткий, сам узор, как он выглядит, рассмотреть трудно.
Но когда мы провяжем несколько раппортов высоту, мы получим вот такой вот замечательный узор. Я буду очень рада, если он вам понравился. Ставьте лайки, если это так. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. А я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.